Здравствуйте, мои хорошие! В этом видео мы с вами поговорим о замечательном произведении Song from a Secret Garden. На русском это песня из секретного сада. Я вам расскажу, как его можно сыграть гениально просто, даже если вы не проходили позиции, не умеете в них работать. Но у нас есть маленькие хитрости для того, чтобы все выглядело красиво и успешно. Итак, поехали. С самого начала. Начнем с того, что это очень простое произведение по форме. Там есть одна главная тема, которая проходит в разных регистрах. Если вы ее выучили, считайте, пол произведения уже успешно у вас в кармане. И только лишь две строчки, которые выходят вообще за рамки всего произведения, и нужно подучить немножко и аппликатуру, и интонацию, и штрихи. Сейчас вы на экране видите, что я вам предлагаю по поводу аппликатуры и штрихов. Итак, чтобы сыграть чисто в третьей, второй позиции, я предлагаю именно эти позиции и эти штрихи, потому что музыка тогда будет выглядеть более естественно, более красивый тембр, и это будет более гуманно, нежели вы будете в первой позиции прыгать, скакать ради одной нотки со струны на струну. Это будет не естественно и не совсем хорошо и по звуку, и по всему. Итак, чтобы выглядеть хорошо в третьей и во второй позиции, вы что можете сделать? Отмеряете нотку ре, соль в первой позиции, то есть третий пальчик. Потом берете вот такую вот бумажку и подкладываете под струны, закрепляете ее, может быть, скотчем, как вам будет удобно. И вы будете знать, что в этом месте у вас падает третий пальчик. Либо нота соль, либо нота ре. Это уже зависит от того, в какой позиции вы будете играть. Итак, поехали. Мы начинаем наше произведение во второй позиции с нотки соль, которую будем играть вторым пальчиком. Поэтому ищем. Сыграли соль пустую струну, проверили второй пальчик. Либо уже на эту бумажку ставите свой второй пальчик, и вы будете уверены, что это будет чисто. Поехали. Палец рядом, потому что бемоль полтона. Мордент очень легко играется, как будто вы хлопнули пальчиком. И дальше. Вы заметили, что я перехожу в первую позицию. В первой позиции вам проще всего уже будет, потому что вы ее знаете. Мы начинаем обучение именно с первой позиции, и вам легче там будет ориентироваться. Далее. Снова возвращаемся на втором проведении этой темочки. Снова возвращаемся на ноту соль во второй позиции. Темочка очень похожа, только отличается развитием и окончанием. Заканчиваем на нотке до и снова возвращаемся в третью позицию на ре уже первым пальчиком. И мы продолжаем играть вот эту нашу волшебную красивую серединку. И все это играется в третьей позиции. Переходим в кульминационный момент, там, где у нас появляется ля бикар. Это очень важно его сыграть ярко, очень ярко, потому что это самое интересное место в этом произведении. Вот такое расположение пальчиков. В нотах вы видите те пальчики, которые должны стоять рядышком. Они обозначены птичкой снизу. Это обозначение специально я делаю для своих учеников, чтобы они спокойно могли ориентироваться и знать, глядя в ноты, куда же ставить пальчик, широко или рядышком с другим соседем. Что касается наших штрихов. Штрихи мы все играем
на целый смычок. Все наши лиги играются на целый смычок. Не стесняйтесь, не бойтесь, что у вас плохая смена, может быть там у колодки или у конца. Да, над этим надо поработать. Как? Мы просто берем одну ноту около самой колодочки, либо около конца. И ушками слушаем, чтобы это все красиво соединялось, чтобы не было никаких дерганий, скрипов, дерганий. Это неприемлемо в медленных произведениях. И тогда просто будет теряться, и все наше магическое произведение, магическое настроение в этом произведении, оно потеряется. Переходы. Переходы у нас делаются на предыдущем пальце. То есть неважно, на каком пальце вы заканчиваете в позиции, и вам нужно сделать переход, вы на нем и едете, а потом ставите нужный палец. Либо наоборот, ехали на нем, убрали, поставили первый палец. Таким принципом вы должны обязательно пользоваться, иначе наши переходы будут скачкообразные, некрасивые. Если вы услышите свою волшебную дорожку вот этих переходов, ничего страшного, в медленных произведениях это допускается. Некоторые композиторы даже специально пишут глиссандо в медленных произведениях, чтобы усилить эффект красоты. Поэтому обязательно пользуйтесь этим. На соль-струне, когда мы играем эту темочку на соль-струне, нашу основную, пожалуйста, поднимаем высоко локоть. Так как соль-струна у нас самая толстая, вы видите, ее очень тяжело раскачивать, чтобы она звучала ярко и громко. Поэтому постарайтесь как можно выше поднять руку, чтобы вся ваша мощь, да, сила, энергия перетекала к пальчикам и запястью. Если у вас будет такое положение, вы будете давить только пальцами, и не хватит вам форта, не хватит в этом произведении глубины и наполненности на соль-струне. А если вы будете задирать немножко локоть, чтобы все как в сообщающихся сосудах перетекало отсюда сюда, у вас все получится, и звук будет бархатным и наполненным. Также, дорогие мои, обязательно пользуйтесь вибрацией в медленных произведениях. Она не должна быть очень мелкая и очень бурная, чтобы от движения вашей руки тряслось все вокруг, скрипка и ваша рука. Нет, она должна быть мягкая, плавная, неспешно. Вот это здесь не рекомендуется никак. Это медленное произведение, это лирическое, это песня из секретного сада, а не просто какое-то непонятное произведение. Также очень хороший бонус есть для этого произведения в интернете: фонограмма минус, под которой вы можете играть Song from a Secret Garden. Он в открытом доступе, и вы не пожалеете. Вы можете представить, что вы стоите на шикарной сцене в каком-нибудь Карнеги Холл. Вы можете посадить всех своих знакомых, родных и близких, собак, кошек, всех на свете. Можно игрушек, если дети, чтобы было как можно больше людей. Включайте фонограмму и звучите так божественно, что вы сами не поверите в том, что вы смогли это сделать и выучить. Дорогие мои, в этом видео, под этим видео я прикрепила вам ссылочку на минус этого произведения, поэтому пользуйтесь с удовольствием, играйте вместе с фонограммой и чувствуйте себя настоящими звездами. Если вам было полезно это видео, интересно, и вы можете его посоветовать своим друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите новые комментарии, новые темы для видео. Буду рада!